Здравствуйте, друзья! Мы с вами продолжаем серию видеоуроков по Three.js, и в данном видео я покажу вам, как сделать вот такой вот луч. То есть это такое псевдоосвещение, которое как бы добавляет реалистичности на сцену. Как видите, вот этот луч, он у меня как бы освещает девушку. Естественно, это не полноценный свет, это вообще не свет 3GS, это просто цилиндр, к которому применен определенный шейдер. Ну что ж, поехали. Итак, друзья, хотел бы напомнить, что мы с вами взаимодействуем со шлемом Мандалорца. По прокрутке мыши, вернее, по прокрутке документа мы с вами каким-то образом позиционируем шлем таким, чтобы он был гармонично вписан, так сказать, в наш с вами шаблон сайта, в нашу верстку. И к нему мы применили, допустим, тень, какие-то материалы. Также мы с вами добавили свет на сцену, чтобы шлем был хорошо виден и отражал свет красиво. Теперь, чтобы применить как бы псевдоосвещение, которое идет здесь, девочки, для начала необходимо обсудить, что это такое. Во-первых, здесь идет цилиндр, как я упоминал раньше. У этого цилиндра, соответственно, есть определенные особенности. И, прежде всего, это его размеры, то есть начальная как бы ширина его верхней точки, да, и окончательная ширина его нижней точки. Далее есть такая особенность у него, что его как бы контур, внешний контур не должен пересекаться, либо же, как бы пересекаться, да, не должен пересекаться с самой девушкой в данном случае, а в нашем случае с шлемом Мандалорца, соответственно. Почему? Потому что здесь применяется шейдер, и, соответственно, он меняет цвет, окончательного результата, так скажем, сцены. И если контур цилиндра будет пересекаться с 3D-моделью, то, соответственно, там, где в месте пересечения, например, если я его, вот как видите, он здесь идет, да, вот он, крайняя как бы его линия. Если я его опущу так, чтобы было, допустим, пол лица видно, то здесь будет один цвет, а здесь другой, то есть это будет слишком заметно. Это приблизительно так же, если бы, допустим, какой-то реальный прожектор светил на определенный предмет в темном пространстве. То есть где-то был бы этот предмет освещен, а где-то он бы был притенен. Также и здесь. Но на сцене это выглядит как некий дефект, поэтому, соответственно, его нужно избегать. И, соответственно, нужно делать размер самого цилиндра таким, чтобы он был гораздо больше, с запасом, в общем. С запасом больше, чем контуры, так скажем, в определенной плоскости, да, вот, допустим, здесь определенная плоскость идет. Если мы повернем сцену таким образом, чтобы мы видели начало этого цилиндра, да, псевдолуча света, то, соответственно, там идет уже другой контур, более, так скажем, изощренный, что ли. Поэтому нам необходимо учитывать вот такой вот, как сказать, дефект, не дефект. Также еще я бы хотел затронуть такую тему, как карта окружения, Environment Map называется это. Что это такое? Как видите, девушка здесь, она, помимо того, что на нее как бы светит вот этот вот псевдосвет, также она имеет четкие выраженные контуры самого, всего ее тела. То есть, как видите, здесь вот проявляются такие белесые линии. То есть она, если бы, допустим, их не было, то, соответственно, она бы была намного темнее, и это бы не так красиво смотрелось. А так как здесь есть определенная карта окружения, о которой я вам расскажу, естественно, в этом видео, то это добавляет, во-первых, эффект, как сказать, визуальный эффект такой красивый получается. Во-вторых, ее становится лучше видно.
Ну и в-третьих, это очень интересно. То есть без этого эффекта, соответственно, все было бы намного темнее. И также бык был бы очень плохо виден. Как видите, он тоже имеет карту окружения, environment map эту. И, соответственно, у него четкие контуры. То есть даже несмотря на то, что на него как бы не светит свет, который здесь есть на девушке, да, то есть, видите, на девушке есть блики некоторые. А кроме бликов есть еще вот такая вот белая как бы пленочка. Вот. А на быке вообще отсутствуют какие-либо блики, и, соответственно, есть только карта окружения. Поэтому, если бы ее не было, то он бы был просто темный, и, возможно, мы бы его вообще не видели. Так как здесь, на Мандалорце, пока нет карты окружения, то он, опять же, вот в темных местах, как видите, вот здесь, допустим, он просто темный. Соответственно, если и когда мы добавим карту окружения, то он уже будет намного красивее смотреться. То есть, может быть, даже я уберу пол, я еще подумаю насчет этого, как лучше сделать с точки зрения дизайна, что ли. В общем-то, теперь, наверное, надо приступать к коду. Поэтому до следующей части. Ну что ж, друзья, на самом деле все очень просто. По HDR, слава всему, есть примеры по 3GS, они даже более-менее понятные, поэтому я думаю, у вас не должно быть с этим каких-то трудностей. Как видите, здесь есть такой примерчик, как обычно мы можем открыть исходный код, нажав Ctrl-U, и здесь будет весь код этой сцены. Соответственно, из него вы можете вытащить то, что вам нужно. Ну а я пока тем временем вам расскажу, как я делал эту карточку. Значит, смотрите, изначально сцена вот эта вот сцена, она была, естественно, приблизительно так же, как и Мандалорец, то есть в черных местах она была черная, и мне нужно было как-то ее оживить, то есть что можно было придумать. Я помнил, что есть такая штука, как HDR, там все дела, но как бы чего-то не догадывался применить ее сразу, чтобы показать. И я ее применил, значит, я нашел вот такой вот сайт, где полным-полно всяких безоплатных, зачем такой эффект делать, HDR-ов, соответственно, нашел какой-то более-менее светлый, подходящий под тематику этой сцены, и у меня получилось что-то типа там оперного какого-то театра, внутренность его, и получается, когда я применил эту карту, то вот здесь вот на лбу этой девушки были некоторые такие, так скажем, кружки. Здесь вот они видны, но так как это XNVF, я не знаю, что-то он криво показывает HDR, а через что ее открыть? Может быть, через что-то другое попробовать открыть. Вот. Окулар открыл нормально. То есть, как видите, здесь, получается, идут такие ротондочки, или как их розы. Соответственно, эти розы были в отражении этой девушки. Ну, представьте, да, что это какая-то сфера. Соответственно, эти розы будут как бы на этой сфере. Соответственно, это некрасиво смотрелось. И я гадал, как же бы подобрать такую карту, которая бы красиво смотрелась. Соответственно, как видите, да, то есть окружение такой какой-то театр, непонятная классика. И вот эта сцена, они немножко не сочетались. А что было бы выбрать из этого всего многообразия? Опять же, какой-то там пейзаж, цветы, там осень какая-то или трава, это не очень все подходило, даже эта студия. И мне пришла в голову идея просто взять эту же карту и перерисовать просто в белую. Естественно, смотрите, еще такой момент, получается, вот эта вот карта HDR-овская, которую я вам открыл, вот эта вот, она весит 1,6 мегабайт. Соответственно, представьте себе, что когда вы добавляете ее на сцену WebGL, то все это летит по сети пользователю. И кроме того, что там 500-600 килобайт будет сам 3GS весить,
Еще у нас будет такая штука, как HDR-карточка. Как бы не очень классно наблюдать такую штуку, как 1,6 мегабайт в вашем коде. Соответственно, здесь я ее перерисовал, то есть открыл, по-моему, даже в онлайн-фотошопе. Вот, и просто наложил белый цвет, соответственно, у нее размер уменьшился до 17 килобайт, но я ее сделал не совсем белую, потому что тогда девушка слишком яркая. Вернее, как, ну, получается, если вы знаете, то существует такое понятие, как гамма. Например, вот здесь это хорошо видно. И она бы была, ну, слишком белая, эта девушка, да. И я придумал что? Я придумал сделать ее немножко, так у меня называется, softly gray, то есть она немного серая. Вот так выглядит, допустим, белая. Но это просто белый цвет, это был тест такой. А вот так выглядит уже окончательный результат, ну, как бы, того, что вы видите на сцене. То есть именно немного серая, так сказать, она. Вот. И вы можете, кстати, даже, и тут какой-то есть, HDR-карту, HDR Map 3GS ввести, и здесь будет, ну, достаточно много примеров, там, в принципе, как это все использовать. Ну, естественно, я вам расскажу, как это можно использовать по-своему. То есть, может быть, там есть какие-то нормальные, понятные объяснения, может быть, даже кто-то на русском рассказывает, но, естественно, я вам расскажу по-своему. Как бы вот этот сайт можно использовать, естественно, если вам подходят какие-то карты из такой тематики, как природа, там, ну, тут, в принципе, как видите, их достаточно много. Урбан — это типа город. Даже по категориям разнесли их. Вот такой сайтик. Early Access. Предварительный доступ даже какой-то открыли. Ну, в общем, интересный сайт, есть много бесплатных штук. Поэтому пользуйтесь на здоровье, так сказать. Ну, а мы продолжаем с вами. И сейчас я покажу вам, как это все выглядит в коде. Итак, друзья, я добавил HDR-карту к нашему с вами шлему, и, как видите, он значительно заиграл, так сказать, цветами. Смотрите сравнение, как было. То есть в темных местах как бы он, ну, по сути, не виден. То есть если бы мы сделали его белым там, или немного серым, как пол, да, ну, был бы такой себе цвет, не очень. А так получается, с этой картой он как бы, ну, стал такой более эпичный, что ли, более похож на реальный, реалистичный. Получается, как бы наш мозг воспринимает, что действительно вокруг него есть какое-то пространство, да, и от этого пространства отражается какой-то цвет и свет. Так, значит, непосредственно если перейти к коду, то все довольно-таки очень просто. И здесь я сделал пометку HDR Map. По ней вы сможете найти как бы те изменения, которые я внес в код для того, чтобы добавить именно HDR Map. Значит, смотрите, получается, я что сделал? Изначально мы подключаем RGB Loader, так называемый. И обязательно из GSM, так как JS они удалили папку. Теперь здесь указываю я путь, где лежит наш с вами файл. То есть я взял просто вот этот файл, который был у меня, перенес в папку с нашим с вами проектом, в папку static, и назвал его просто softly gray HDR. В принципе, это просто, ну, такая серенькая картинка, как вы уже видели. Вот здесь есть предпросмотр. Вот он. Дальше, ну, опять же, можно идти по поиску и понимать, что здесь вообще дальше происходит. Дальше, используя загрузчик, вот этот загрузчик RGB Loader, мы с вами передаем в него путь к файлу, то есть непосредственно
Как видите, здесь вот HDR у нас есть, да, и вот он, путь к нему указан. То есть здесь просто константа такая из объекта берется, где лежит этот файл. И вот это вот, по идее, должно быть одинакового названия. И получается, к маппингу мы вот этому подключаем, короче, вот эту дичь. Reflection Mapping. Получается, после того, как произойдет, я так понимаю, XML HTTP request, вроде бы когда, ну сейчас мы проверим это, в принципе, соответственно, загрузится, да, вот он, HTTP, XSHR, да, это, ну, в смысле, XML HTTP request, который используется в Three.js. После того, как он загрузится, мы сможем использовать с вами вот эту вот HDR Acquired. И он у нас будет подключаться там, где, ну, где, собственно, нам нужно. Вот это вот наш идет шлем. Вот это наш шлем. То есть это основные все детальки шлема. Вот они, видите? И получается к ним, ну, то есть к самому металлу, я подключаю в данный момент эту карту. Таким вот образом. Здесь есть настроечки. Наверное, здесь мы можем с вами их просмотреть. Какие они еще бывают. Ага. Тут даже нет такого. Ладно, значит, можно посмотреть это просто в справке. Значит, Intensity Environment Map. Текстуру она принимает и некоторые флатные значения по интенсивности освещения. Ну, допустим, если мы с вами сейчас поиграемся этим числом, единичку если поставить, то, как видите, он стал более светлый. А если я сейчас тут поставлю, допустим, 0,5, чтобы вы видели разницу, да, и снова единичку. А если, допустим, 0,1, как видите, да, то есть она вроде бы есть, но ее вроде и нет. То есть я оставлю 0,8, такой себе оптимальный вариант. И также постараюсь подключить сейчас к самому стеклу, как я понимаю, HDR Map. Да, видите, то есть теперь на стекле появилось тоже некое такое свечение. То есть если здесь оно просто черное в уголках особенно, да, то есть, ну, как бы визуально границы трудно различить, где начинается шлем, ну, в смысле металл, а где именно это стекло-то как бы. Ну, там, наверное, не стекло, там что-то типа другое в реальности, в смысле у мандалорцев самого. Вот. А здесь уже у нас появляется некоторое окружение. Соответственно, отражаясь как бы в материале в этом, он позволяет подчеркнуть все изгибы, все черты этого шлема. Как видите, здесь получается так интересно довольно-таки эффект. Ну, промежуточный итог такой подведу. Значит, для того, чтобы использовать карту окружения, нам необходимо для начала импортировать RGBE Loader, далее его использовать, указав путь, и далее просто вот этот код, который можно даже не брать в эти скобочки, наверное. Вот, после того, как он загрузится, ну, карта эта загрузится, соответственно, мы можем ее использовать где-то в материале. Используем всего две настройки. В общем, в цикле мы проходимся по всем элементам массива. Если это не стекло,
то мы ему присваиваем вот эти вот настройки материала. Если же это стекло, то, соответственно, вот эти настройки. Поэтому здесь можно, конечно же, задать разные настройки для как бы стекла и для других элементов на сцене. То есть, по идее, оно должно стать более интенсивным. Далее, следующий шаг – это добавление на сцену некоторого такого прожектора, который освещает ее. Как видите, сбоку тоже смотрится теперь намного лучше. То есть здесь идет такое небольшое псевдоосвещение за счет этой серой карты освещения, вернее окружения. Теперь я добавлю этот луч. Кстати, здесь идет два луча, как видите, вот один, вот второй, и здесь довольно-таки хорошо можно показать, что это вот именно цилиндр. Как видите, вот идет его одна грань, вот вторая грань, вот это начало. Ну, соответственно, здесь выбрано, допустим, какое-то минимальное значение для начала, чтобы это был как бы луч такого света направленный. А это его конец. Соответственно, здесь даже не цилиндр, а больше на конус похоже. Вот этот конус у нас сейчас будет добавлен на сцену и применен к нему этот шейдер интересный. Да, друзья, есть небольшая особенность при загрузке вот этой вот карты окружения. Смотрите, если я нажимаю Ctrl F5, видели, да, сейчас карта, она как бы подгрузилась чуть-чуть позже, чем модель. Это можно словить, но нужно постараться. Вот, идет загрузка самого шлема, а потом подгружается карта окружения, из-за этого и происходит небольшой скачок. Почему так происходит? Потому что здесь у меня изначально подгружается сама модель, используется Draco Loader, то есть она распаковывается, а потом подгружается только карта. Соответственно, можно перенести подгрузку карты немного выше, ну, например, сюда. И таким образом получится, что у нас карта окружения подгрузится раньше, чем модель, и когда модель подгрузится, к ней она применится, и, соответственно, этого прыжка не будет. Как видите, сейчас все гладко ровно, то есть появляется шлем, вместе с ним появляется карта окружения, то есть одновременно. То есть карта окружения уже как бы готова, и потом подключается шлем. Как видите, она у нас идет в загрузке первой по линии, а потом идет подгрузка шлема. Небольшое вступление. Для того, чтобы использовать вот этот вот как бы псевдосвет, необходимо ознакомиться с документацией по нему. Здесь используется 3x Volumetric Spotlight. Что это значит? Это значит, что мы используем вот такой вот с вами псевдосвет, который я нашел где-то. Как видите, его можно, ну, как бы задавать ему определенные параметры, немножко так настраивать. И вот тут хорошо видно то, о чем я вам говорил в самом начале. То есть, если мы освещаем эффект какой-то предмет не полностью, то, соответственно, вот этот луч, он будет виден, и тогда будет теряться реалистичность самого луча. Вот в этот момент обратите внимание сейчас. Раз, видите, то есть он как бы обрывается на каком-то предмете, который он не окружает полностью. Если на этой коробке это не так заметно, потому что получается она у нас освещена в этот момент еще, то в этой коробочке слишком заметно это. Поэтому будьте с этим осторожнее и как бы тестируйте свой вот этот Volumetric Spotlight. Я его очень долго искал, потому что заказчик вот требовал, чтобы был такой луч. Но так как я в шейдерах не сильно разбираюсь, то, соответственно, мне было тяжело его найти.
Вот так его можно использовать. Здесь все написано, правда, на английском. Я думаю, вы справитесь, если вам перед вами появится такая задача, каким-то образом его расширять или использовать. Здесь есть исходный код, Ctrl-U нажимаете. Ну а я вам, естественно, сейчас расскажу своим языком, как его можно использовать. Ну, для того, чтобы его использовать, необходимо, естественно, его, наверное, установить. Source. Значит, сейчас я посмотрю в source этого проекта. У меня здесь есть source и вот он, Volumetric Spotlight. Соответственно, я его перенесу сюда. JS, наверное, да. Просто сюда. Ну и импортану его тоже на нашу сцену. Значит, на 2 уровня выше. Source.js. Путь. Здесь не source получается у меня. Статик у меня JS. Что ты скажешь? Где static.js, source, script.js, ага. То есть мне можно просто в папку source его кинуть, по идее, вырезать и в папку source кинуть. Есть. Вот он у нас. Что-то тут даже... Что-то даже тут есть. Какая-то информация. Но, как обычно, она ни о чем. Может, просто надо разбираться, сидеть. Но мне неохота это делать. В общем-то, пример у нас есть, это здорово. Как его использовать в дальнейшем, сейчас я вам покажу, естественно. Так, Volumetric Material. Ну, как я просто беру, ищу по коду, как я его, где я его применил. Mat for Light, это Material for Light. У меня здесь есть некий LED. Соответственно, я его тоже сюда добавлю себе. Так, LED. Ну и, наверное, сюда. Mat for Light пока undefined у нас. Теперь я это закрою, пока не надо. Material for Light, то есть материал для света. У меня получается здесь так идет, да? Mat for Light. Mesh, цилиндр. Ну, это как бы цилиндр все-таки, да? Ну, цилиндр, в общем, я думаю, не слишком критично. Так, Mesh add Mesh for Light. Ну, в принципе, вот это вот и есть как бы код нашего с вами Volumetric, ну, короче, объемного освещения такого. И, соответственно, мне его просто необходимо будет сейчас добавить на сцену. Ну, на нашу с вами сцену. Я, наверное, это сделаю после анимации уже. И здесь у меня mesh, получается, идет. Так, как бы так добавить, чтобы это оказалось на сцене. Я попробую сделать вот таким образом. Mesh for Light. Так, Mat for Light.
Ну это же должно быть, да? Правильно, правильно. Так, uniforms, need. Ну, давайте попробуем. Что он нам скажет? Почему так? Так, scroll percent before initialization. Что за дичь 132? 132, ошибочка какая-то. Странно, не пойму. Причем есть scroll percent. Так. И что я сделал не так? Так. Так, допустим. Опять. Ладно, попробую я не добавлять его пока на сцену. Что ты скажешь? Все равно ошибочка. В чем прикол? Const mesh for light forms. Ну ладно, в таких случаях я просто беру, комментирую все и смотрю вообще, что происходит. Так, это работает, это здорово. Может быть, вот это что-то он не хочет найти, да? Так, нет, вот он есть. И это работает. Здорово. Далее. Это тоже работает чудесно. Ну, например, так, по идее... мэша тут нет. Ясно, теперь понятно, что не так. Странно, почему VS Code не подсвечивает, что здесь нет мэша. Значит, так как у нас уже здесь несколько раз используется вот эта вот штучка, то я сделаю какую-нибудь константу. Ну, типа сцена, это как бы, так как она имеет маленькое название, значит она более глобальная в моем понимании. И так как у меня mesh, соответственно, здесь тоже я могу это заменить. И получится что? Класс. Scroll percent. Опять. Какая-то дичь. Допустим, не знаю, const, пусть он будет. Первое я ее удалю. Переменную эту отсюда. Volumetrical light. Ну отстань, пожалуйста. Так, все равно ошибка, да? Ладно, а что? Первая какая ошибка? Все равно такая. Array. PL, anime, 333. Для меня это непонятно, конечно. Значит, они форма, sense. Но если я, допустим, комментирую вот это, если я, допустим, реально закомментирую это, то все равно ошибка, да? Нет, это работает. Значит, проблема только в этом. Странно, конечно. Ладно, и все-таки попробую добавить на сцену. Вообще, что там у нас в чилдренах? Интересно. То есть, как только я обращаюсь к этой константе, children. Ну ладно, посмотрим, что тут вообще.
И здесь надо убрать, чтобы она не трепала нервы. То есть здесь 5 мешей. Это очень странно. Хорошо, если я сделаю не так, а допустим children я уберу, что это будет? Object group. Scale, окей. Если так, то что это будет? Опять же группа. Children group. Matrix name, position, style. Очень, конечно, интересно. Хорошо. Я вообще возьму все отменю. Отменю все наши, мои правки, которые я делал. Уберу эту константу. Здесь у меня же должна быть просто константа сцена, правильно? Где-то. Да, вот она сцена. Я попробую просто к ней добавить. И все. Mesh, position, mix. Ну, допустим, я пока не буду это добавлять. Добавлю сюда. Так, все работает, отлично. Теперь смотрите, я, наверное, даже не с того начал. Цилиндр, флаш, додать, must вообще, изначально, наверное, мне надо вот это все закомментировать, чтобы понять, что мы вообще с вами делаем. Ну и, наверное, даже вот это и вот это. У нас есть с вами некий цилиндр буфер геометрии. Кстати, буфер можно выбирать, потому что сейчас, по идее, все это и так буфер геометрии. Так, как видите, здесь очень маленький размер. Нужно сначала его вообще добавить просто на сцену, этот цилиндр. Но так как это нужно превратить в mesh, то есть смотрите, сейчас у меня такая тестовая с вами, just for test, как я обычно пишу. Just for test. Тестовый с вами код. Just for test. И мне нужно добавить на сцену new 3 mesh, в которую я передам geometry и material, да? Но сначала пусть будет cylinder for light, new 3 mesh basic material, какой-то, я не знаю, какой сейчас получится. И по идее, вот он. Отлично. У нас есть с вами цилиндр. И сейчас я попробую раскомментировать. Стоп. Мне нужно, чтобы сейчас canvas мой я мог крутить. Вот. Отлично. То есть, как видите, у меня добавился некий такой конус. Но он на самом деле цилиндр. Из-за того, что у меня начальная точка этого цилиндра имеет следующие параметры. Где-то тут. То есть 0,01, как видите. Здесь нолик можно убрать. Смотрим, что такое цилиндр геометрии. Это радиус топ 0,01, то есть минимальное значение некоторое. Дальше радиус bottom 1,72. Радиус топ, вот он, радиус bottom, вот он. Если я сделаю их одинаковые, соответственно, это будет просто цилиндр
равномерный, так сказать. Дальше количество сегментов, там всякая такая дичь. Height, радиал сегмент и height сегмент. Open-ended boolean. Ну, как видите, вот здесь вот все эти параметры можно посмотреть. В принципе, их довольно-таки много. И это start, это length. В принципе, они более-менее понятны. То есть, если я сейчас, допустим, сделаю, ну, чисто для теста, его одинаковым, то, соответственно, он будет просто белым таким прямым цилиндром, да. Опять же, если я сделаю z-индекс 1, то мы с вами сможем покрутить это все. Вот он, наш с вами цилиндр. Почему он каким-то таким боком странным, я не знаю. Возможно, к нему необходимо применять определенный материал. Ну, то есть колупаться в настройках материала, а я просто добавил ему вообще Mesh Basic материал, то есть самый стандартный материал, который только можно. Здесь я отменю, соответственно, у меня это будет конус. Вот он, мой конус. Теперь, чтобы у меня он крутился вместе с шлемом, мне его необходимо добавить, естественно, на шлем. Каким образом я могу это сделать? У меня есть вот эта вот, ну, сцена, как бы. Сцена VLB. Я попробую, в принципе, к нему добавить. А где у меня вообще прокрутка идет? Да, сцена VLB у меня идет position. Значит, ну, смотрите, получается, мне нужно, чтобы при прокрутке документа, естественно, мой свет, вот этот вот свет перемещался вместе с шлемом, ну, по аналогу, как здесь, видите, то есть, когда я прокручиваю, и свет, и девушка, они как бы прикреплены друг к другу и крутятся соосно, ну, то есть, вместе. Я думаю, я понятно выражаюсь. А здесь пока все это отдельно. Ну, естественно, мне надо прикрепить одно к другому, соответственно, по идее, все должно, ну, так же, как и там быть. Ага, опять ошибочка какая-то идет. Опять у меня идет ошибочка. То есть у меня здесь нет scene GLB, что ли? Но вообще-то есть. Scale set, rotation set. Но это же у меня, правильно? Это же у меня группа. Соответственно, группе я, по идее, должен иметь возможность добавить. Так, пока я это закомментирую, чтобы не было ошибки. И сделаю лог, что такое у меня scene VLB. Вообще в этом месте кода он доступен. Интересно, в этом месте кода он недоступен. Почему-то. Хоккей. Ну точно, там же при том, как... Короче, важная особенность при добавлении любого элемента на сцену является то, что когда вы его добавляете, неважно какой элемент вы добавляете, из вот этой вот сцены вашей 3D-шной, то из изначального набора массивов вот этих элементов он убирается. То есть, по идее, ну, так сказать, перерабатывается 3GS и становится недоступным в коде дальше. Поэтому, наверное, мне прежде добавления его на сцену необходимо сделать вот эту операцию. И по идее, таким образом, C is not defined. Какой C? Ты вообще... вот C. 0.1. Четко. Так, scene will be add. Watch for light. Четко вообще. А если так? Так есть. Что же может быть?
Где же ты? Как тебя найти? Вот в этом весь прикол 3GS, что если ты что-то добавляешь, оно может быть добавлено где-то, как-то, и ты не знаешь, где оно на самом деле находится. Ага, вот он. То есть, вот он, наконец-то я его нашел. То есть, как видите, он у нас есть, это уже радует. То есть, ну, в смысле, этот Volumetric Light, он есть, и он находится на сцене. И он, как видите, с перемещением страницы, он также крутится, как и шлем. Единственное, что его нужно отпозиционировать. Что-то шлем немножко завалился. Ну это я его заваливаю, потому что мне так, наверное, нужно. Сейчас посмотрим. Угу. Я его немножко заваливаю, чтобы мне был виден бок был. Да, так-то он ровный вроде бы. Вот, и теперь получается, так как у нас есть вот эта вот штучка, а это у нас с вами сцена, то мы к ней любые объекты должны добавлять до того, как мы добавим ее на непосредственно нашу сцену. То есть, смотрите, получается, вот это вот 3D-модель, у нее есть своя сцена. Вот это вот наша сцена, на которой не важно, сколько объектов находится, хоть 0. Но все равно это как бы две разные сцены. Когда мы вот эту сцену добавляем на эту сцену, 3GS каким-то образом перемалывает то, что есть внутри этой сцены, то есть он убирает объекты, которые мы не используем, например, я не знаю, как там точно это все происходит, но скорее всего так, он добавляет те объекты, которые мы используем в новый массив, и получается, что мы уже не можем обращаться к этому массиву, вот именно к этому, позже по коду, после того, как мы добавили его на основную сцену. Вот так. Так, теперь это у нас не just for test, а рабочий как бы код. Add volumetric light. Так, это я убираю, это уже не надо. Значит, вот это вот наш с вами Volumetric Light. Соответственно, нам нужно перенести вот этот код отсюда. Наверное, я пока это оставлю, ладно. Вот этот код отсюда нам нужно перенести туда и дальше уже экспериментировать непосредственно с Volumetric Light. Так, угу. Сюда точка запятой на всякий случай. Здесь форматирование небольшое кода. Пока сохраню. Как вы помните, у нас есть такая штука, как Translate. Это, в принципе, почти то же самое, что и в стилях, в CSS-ах, но только в 3D мире. Значит, опять Canvas Z-индекс сделаю такой и... вот он у нас. Как видите, наш цилиндрик небольшой он почему-то получился. Значит, я попытаюсь его, во-первых, увеличить. Вот он у нас есть, да? Соответственно, scale добавляем. Зачем apply, я не понимаю. 1.4, 1.4, 1.4. Смотрим, что получилось. Есть, он немножко увеличился, так как до этого вот этот хвостик он вообще не торчал. Соответственно, его можно увеличить, наверное, даже до 4 попробовать, посмотреть, как он себя проявит. Угу. Вот, и теперь попробовать его поднять.
деленное на 2. Значит, здесь у меня есть определенная такая штучка, с которой мы с вами не сталкивались еще ранее. У каждой геометрии есть свои параметры. Ну, допустим, это можно посмотреть, соответственно, в консольке, конечно же. И, как видите, здесь у нас есть такой объектик, в котором есть все параметры, которые доступны. Вот, с которыми, собственно, и создан этот объект. Но самое главное, нам нужно здесь высота. Высота. Так как у нас есть с вами высота, соответственно, мы можем немного его транслейтануть. Допустим, если не деленное на 2, то что будет? Пил. Так. Хорошо, если я вообще не применяю translate, куда он уходит? Ага, видите, то есть он, в принципе, ну, там, где надо. По сути, только надо его еще транслейтить все равно. Так, translate, допустим, что у нас тут вообще? Translate это x, y, z. Ну, допустим, пусть 6 будет. Ну, так, возьмем большое число, чтобы понять вообще, чего происходит. Так, 6. Style CSS все-таки сделаю пока 1. А здесь сделаю 10. Вот он поднимается. Но мне еще надо scale еще его увеличить, потому что как-то он слишком маленький получается. Ну, наверное, 10 поставлю. Вот. И если я его... Как вы помните, я вам говорил, что размер ну, вот этого как бы треугольника, да, сейчас мы видим этот, ну, такой треугольник почти, его грани должны перекрывать 3D-модель нашу с запасом, чтобы не пересекать. И сейчас я еще его подвину выше. И даже еще выше необходимо его двигать. Например, даже на 30. Почему такие большие значения, я немножко не пойму. Так, в принципе, смотрите, получается, его, ну, как бы низ необходимо еще увеличить, потому что он будет пересекать шлем. И можно даже еще чуть-чуть выше поднять. 40, например, попробовать. Как-то он слишком уменьшился, получается. 40 много, видите, он уже как бы не находится там, где нам нужно. Вот, значит, 35. Тоже мало, потому что, видите, он уже находится над поверхностью. Значит, оставим 31 максимум. И получается, еще я его увеличу. Хотя, в принципе, я могу сделать также его размер как бы дна. Так, цилиндр геометрии, радиус bottom, height. Вот height у нас 7. Соответственно, я могу сделать height 20. И он будет огромным, по идее. Да. Такой огромный мне не нужен. Поэтому height 10. Размер пусть будет 4. Посмотрим, что это нам даст. Вот, отлично. То есть, как я вам говорил, он не пересекает. Так, Mesh Basic Material у меня где-то тут, да? Должен быть. Где ты? Цилиндр. Да подожди ты.
Mesh Basic Material. Здесь я добавляю просто opacity. Ну, допустим, 0.5 и Transparent True. Чтобы понимать, о чем идет вообще речь. То есть вот так вот это вид сверху, сбоку. Ну и то, о чем я вам говорил, вот сейчас, в данный момент, видим мы с вами очень хорошо. То есть если пересекает луч как бы нашего с вами цилиндра 3D модель, то соответственно ее некие участки, они выглядят как дефектные. Таким вот образом. Так, далее. Необходимо мне, наверное, немножко его сдвинуть. То есть translate по x и по y, по z. z минус 5, например, если то. По-моему, он ушел обратно, да, мне нужно плюс 5. Так, это уже получше, значит где-то плюс 8, здесь поменьше сделать 3, его основание, то есть низ цилиндра я сделаю поменьше, и еще нужно транслейтануть его. Так, стоп, это не то, транслейтануть где-то 11, то есть чтобы к нам он приблизился, 11, пусть 13 будет. Есть. Спасибо, Опера, что ты открылась. 13. Но нужно еще, видите, то есть как бы желательно так сделать, чтобы он был именно, ну, по центру его. То есть если провести, допустим, здесь линию, сейчас вот отсюда, да, до сюда, то чтобы ось нашего шлема была приблизительно по центру, а это где-то, ну, пусть 15 будет. Даже можно сделать, наверное, 17 и на этом прекратить гадание на картах. Так, ну 16 хорошо. Приблизительно в 2 раза по сравнению с высотой. Кстати, еще подвинуть вверх можно чуть-чуть, наверное. Да. Вот так вот, в принципе, нормально, я думаю. Как видите, вот они довольно-таки хорошо с запасом я сделал. Даже можно чуть меньше, наверное, сделать. 3, ну 2,7, например. Посмотреть, что он будет нам. Таким образом вот получается 2,7. Теперь опять, видите, получается один параметр сдвинул. Вроде бы те уже настроил, а теперь надо еще эти двигать. 16 это получается много, значит 15. То есть я его сейчас сдвинул, луч этот сдвинул чуть назад, как видите. То есть, ну, здесь приблизительно там одинаково. Можно сделать 15,5, и это будет вообще, по-моему, идеально. Ну да, в принципе. Ну и, соответственно, теперь нам нужно просто вот этот volumetric light применить к нашему фонарю этому. Пока я, значит, это закомментирую. Ctrl-Shift, если вы помните. Теперь попробую вот это вот раскомментировать. Значит, здесь у меня были какие-то такие, да, интересные особенности. Тынь. Mesh position, look at. Mesh for light, volumetrical material, mesh, mat for light. Ага. Так, mesh for light, look at. Ну, в принципе, мне здесь, наверное, это даже и не надо, что ли. Нет, как-то он по-странному работает.
Значит, основной-то смысл в том, чтобы вот этот volumetric light, он был, начинался здесь, да, и как бы постепенно заканчивался к концу. А как видите, он немножко неправильно работает, то есть, ну, в моем понимании неправильно, может быть, вам как раз такой эффект и нужен будет. То есть он посередине светлый, а по бокам он темный. Ну, в принципе, даже неплохо смотрится. Довольно-таки неплохо. Здесь мы имеем с вами возможность смотреть вообще, что здесь, ну, как бы немножко настраивать его. Так, попробуем с NVLV все-таки. Так. То есть я сейчас применяю те параметры, которые есть. Ага, видите, то есть таким образом он у меня вообще куда-то убежал. Ясно, понятно. То есть я вообще не буду использовать... Зачем тут, кстати, 2 раза? Я не буду это использовать, но знаете, что такое есть. То есть его можно выставить так, чтобы он светил, ну, то есть вот этот Mesh for Light, который мы с вами сделали. Вот он, цилиндр этот, то есть наш, он может смотреть с определенной точки, как мы с вами сейчас сделали, да, для этого. И таким образом перемещать его. Так, Mesh for Light Position, Angle Power. Допустим, чтобы понимать вообще, что здесь происходит, зашкаливающие некоторые позиции надо делать. Ну, в принципе, смотрится довольно-таки неплохо, если взять нашу с вами сцену и как бы ее условно крутить, то получается более-менее нормально. Но так, Y валуя, допустим, 5,5, посмотрим, что это нам даст. Ага, это слишком пересвеченные пространства, если 0,1. Я так понимаю, это по Y настройка как раз идет. Ну, в принципе... То есть, ну, все равно как бы свет идет сбоку, а не там, где надо. Почему-то. Так, Uniforms Need. Допустим, если 1,1 поставить, то... Видите, то есть с этой позиции его вообще почему-то не видно. Такой вот у нас свет. Так, вот это что это за... Ага, вот он. Тентуати, он какой-то Ctrl-U, Ctrl-F. Класс, тут вообще его нет. Attenuation. Ладно. Цилиндр геометрия. Тут есть Attenuation. Четко. То есть он есть вроде бы, но его нет. Как понимать это? Angle Power. А если здесь я добавлю Attenuation, допустим, 10 и 1. Допустим, 0,1. В принципе, вот это вот довольно-таки интересная штучка. Вот получается, это у нас с вами расстояние от верха как бы к низу, сколько он светит. Вот это вот вообще четкая штучка, которая нужна, по идее. Вот, класс. То есть, видите, теперь получается, этот свет заканчивается не в самом низу, а где-то вот в районе
Ну, в принципе, там, где нам надо. Можно еще чуть-чуть ниже опустить. 4 сделать. 4 много, 3. Да. 3 и 1 это много. Допустим, 2 и 7. Да, вообще четенько. В некоторых моментах есть, но, ну, я имею в виду, есть некоторые баги такие, но вообще именно получилось гениально. Я смотрю, вот эти вот нижние края его, видны ли они на сером фоне. Тут, то есть, если, допустим, вот так мы сделаем, видите, вот здесь вот уже видна вот эта вот линия, которая как бы врезается в пол. А я хочу посмотреть при прокрутке, которую мы с вами сделали, видна ли она. То есть, если она не видна, то это вообще четко. И получается, что, ну, как бы, хороший результат. Да, результат очень даже классный. Так, Y, допустим, если 5, это то что, я уже не помню опять. Ага. Ну, в принципе, ясно. Допустим, 2. Некоторые значения могут быть слишком велики, а некоторые слишком малы. Как бы это все только вручную подбирать. В принципе, классно получается. Единственное, что меня бесит, это то, что когда слишком приближаешь объект, и этот цвет вообще уходит. Ну, наверное, так в физике и есть, ну, в смысле, когда в реальности, да. Наверное, так и есть, если ты входишь в освещенное пространство, то тебе уже не виден этот цвет, просто потому что он тебя окружает. Но так, в принципе, смотрится, по-моему, бомбезно. Интересно, как вам то, что мы с вами сейчас сделали? Я вот только не пойму, у меня шлем лежит ровно или чуть наклоненный куда-то? Вроде бы ровно. Сейчас попробую убрать, опять же, канвас на задний фон и прокрутить уже как, ну, как вживую, как бы. Да, такой как бы ангельский свет этот присутствует, и он даже, в принципе, очень хорошо лег и классно смотрится, по сути. Мне нравится. Так, сейчас я только увеличу сегменты, хочу увеличить. Радиус, height, радиал сегмент 32, а я сделаю 64, попробую. С количеством сегментов появляются некоторые артефакты. То есть в работе шейдеров есть некоторые артефакты уже. Поэтому здесь, конечно, нужно насчет этого задуматься. Ну а так-то, в принципе, свет таким образом стал более гладким, что ли. В принципе, интересно. Я попробую брать флур, которого нет, да? Нет, есть. Попробую брать сейчас пол. И таким образом смотрится еще лучше, по-моему. Конечно, он как бы висит в воздухе, но все равно мне нравится. Четенько получилось. То есть, если сравнивать с девочкой, то даже, наверное, в некоторой степени лучше получилось это сделать. Итак, проведем небольшой итог. Мы с вами сделали карту окружения и как бы такой заполняющий свет ангельский. Псевдосвет, я бы сказал. Но, естественно, на этом я не хочу останавливаться. С предыдущего видео был у меня небольшой баг.
плане того, что если мы перемещаем шлем, ну вернее страницу, если мы перемещаем страницу слишком быстро, соответственно шлем идет вместе с ней, и это смотрится, так сказать, не очень. До некоторых времен в Linux прокрутка мыши была не такой дикой, как сейчас, ну, как, в принципе, она сейчас стала, как в винде. То есть, когда вы прокручивали, допустим, мышкой один раз, то прокручивалось не так, а где-то, ну, может, наполовину. То есть, приходилось страницу листать очень долго. И сейчас это немножко изменили, и поведение приблизительно стало, наверное, такое же, как в винде. И поэтому, ну, допустим, когда я раньше делал эту девушку, да, то я прокручивал, она такая мягенькая была. Но сейчас это очень заметно, то есть вот эти скачки, они неприемлемы. То есть визуально это выглядит плохо. То есть когда человек видит вот такие вот отрывистые кадры анимации, соответственно, для того, чтобы сделать их более легкими для взгляда, для как бы восприятия пользователя, необходимо постараться. Сейчас я использую, как вы помните, вот эту вот штучку scroll percent и scale, ну scale percent, в общем, функцию, и она вот такая вот простая, то есть она стандартно идет с той страницы, откуда я вам в предыдущем видео показывал, я взял ее, где-то тут есть HTTPS ссылочка, по идее должна быть, да, вот. Естественно, для того проекта, который делал я, заказчики были очень требовательные, и они сказали, что, ну, как, наверное, это даже мы с ребятами придумали, что, ну, как бы она должна двигаться более плавно. То есть визуально, чтобы когда мы даже прокручивали страницу резко, девушка должна двигаться более плавно из одной позиции в другую. То есть в какой бы мы позиции ни остановились, она должна перемещаться плавно. Как видите, здесь это и происходит. Но почему-то, когда я переносил код на наш с вами шлем, кстати, здесь, наверное, должен быть сейчас максимальный FPS, потому что, по сути, здесь вообще ничего не напрягает видеокарту. Даже при записи видео загрузка ядер ЦП, по крайней мере, у меня более-менее адекватная. И, как видите, здесь нет такого мягкого перемещения шлема, а очень хотелось бы это. И сейчас я постараюсь это сделать вместе с вами, но, наверное, я нажму на паузу, выясню, в чем была ошибочка, либо какая причина того, что код не работает полноценно так, как надо. И дальше уже расскажу, естественно, поделюсь с вами этой информацией. Как ни странно, друзья, удалось довольно быстро выяснить, что же было не так с моей функцией scroll%. И сейчас, вот обратите внимание, как все прекрасно. То есть мы чуть-чуть прокручиваем, сцена чуть-чуть прокручивается. И она уже выглядит гораздо, ну что ли, богаче. Если же мы прокручиваем с вами быстро, то, соответственно, она прокручивается, но опять же с анимацией, но быстро. То есть с одного момента в другой, но быстро. Раз, раз. И теперь, если я прокручиваю понемножку, видите? То есть это выглядит гораздо прикольнее, красивее. Чуть-чуть прокручиваю, она, соответственно, чуть-чуть прокручивается. Быстро прокручиваю, она прокручивается быстро. Но опять же, если, допустим, пользователь, может быть, тачпадом пользуется или еще что-то. Ага, интересный момент. Видите, то есть появился новый баг. Я докручиваю вниз, и сцена дальше не возвращается. Но сейчас буду выяснять, в чем причина. Так, я этот бажик исправил, то есть если мы прокручиваем вниз, а потом возвращаемся вверх, теперь работает. Каким образом я это сделал? Смотрите, получается Animation Scripts — это у нас массив, ну, как бы тех анимаций, которые должны происходить на сцене. По идее, у нас они происходят в зависимости от некоторых экранов. Экран у нас условно это, ну, то есть один window height. То есть одна высота экрана. Соответственно, после того, как мы с вами докручиваем до определенной позиции
ну, например, вот этой, да, это как бы второй экран, это там, допустим, третий экран какой-то, да, где-то приблизительно вот в этой позиции третий экран, потом четвертый экран, ну, пятый и так далее, в общем. Но данный скрипт подразумевает то, что мы должны указать ему больше, чем 100% прохождения всех экранов. То есть тогда он будет работать корректно. Ну, я имею в виду, тогда мы сможем возвращаться, и он будет также отрабатывать. Так, вот этот код исправил всю ситуацию. У нас с вами не должно, вернее, наоборот, должно, получается, быть следующее. После окончательного нашего с вами экрана, то есть, допустим, в данном случае у меня пятый, но здесь, например, на девушке он шестой, по-моему. Да, вот он шестой. Ну, в принципе, не важно количество, главное, чтобы у нас в этом скрипте, в Animation Scripts, была та позиция, которая превосходит 100%, то есть 101%, допустим, после крайнего экрана. И тогда он будет работать корректно. То есть при возвращении обратно он будет нам выдавать как бы то значение, которое, ну, в смысле, ту анимацию, которая осуществляется на предыдущих экранах. То есть, допустим, на четвертом экране, на третьем экране и так далее. Третий вроде бы, да? А четвертый это даже пятый. Каким образом я исправил функцию, которая позволяет нам вращать с вами, которая с вами нам позволяет вращать объект плавно. Сейчас я вам покажу. Значит, изначально в том примере, ну, я вам показывал уже, где-то тут он был, вот в этом примере у нас как бы вот этот элемент, он, как видите, вращается отрывками. То есть, если мы перемещаем даже, ну, плавно, допустим, вот плавно я перемещаю, да, он вроде бы более-менее плавно. Но если я чуть-чуть быстрее, соответственно, анимация, ну, как бы дергается из одной точки позиции, из одной позиции в другую. Если же мы обратим внимание на нашу с вами анимацию, то она выглядит, ну, грандиозно, на мой взгляд. И получается, она идет плавненько. За счет чего это происходит? Эта функция была мной переписана и добавлены некоторые две переменные, вот как видите. Здесь идет, ну, во-первых, получается old scroll % и появился и old 2. Ну, в общем, это не важно, как они называются, главное их смысл. Смысл в том, что мы запоминаем с вами старую позицию прокрутки, а также еще появляется такая штука, как типа old 2, и из нее мы понимаем, насколько мы прокрутили страницу в текущий момент. То есть, получается, здесь идет три переменные для того, чтобы просто выяснить, в какой позиции мы находимся. Но каждая из них, как сказать, выполняет свою функцию, соответственно. Scroll % это у нас текущий scroll %. Вот этот scroll % это куда мы доанимируем, как бы. А вот это вот он при определенных только условиях, видите, при определенных, то есть scroll %, когда у нас равен old scroll %, когда мы доанимировали, тогда он ставится, вот этот old 2. Ну, как сказать, как назвать эту штуку, как бы до окончательная позиция прокрутки. То есть, если это текущая, если вот это анимируемая, то есть в данный момент она анимируется в какой-то степени, да, то есть туда-сюда, то это уже окончательно, когда она доанимировалась и стала в свою позицию, то мы устанавливаем вот эту вот штучку. Соответственно, здесь я еще добавил такой, ну, как бы, как сказать, такую переменную, как how to я ее назвал, то есть насколько мы, ну, how to это значит насколько, да, насколько мы прокручиваем саму сцену. Здесь, естественно, условные параметры, их можно менять, соответственно, с ними будет то жестче прокручиваться. Допустим, если я поставлю 0,8, сейчас, ну, 0,08 получается, 8 сотых. Соответственно, видите, по-моему, он стал чуть-чуть быстрее, вроде бы как, анимироваться. Если я поставлю 0,1, то
Видите, получается, он очень медленно идет. И вот этот вот процесс анимации как раз и позволяет нам понять вот эти вот три переменные. Это то, что сейчас вот мы докрутили, да, страницу в данный момент, это scroll %. Вот это то, куда он придет после анимации. Вот, допустим, он доанимировался, и сейчас он стал. А это именно вот текущая, вернее, предыдущий scroll %, куда мы долистали, когда закончилась анимация. Ну, я думаю, я понятно объяснил. Если непонятно, то ну как-то додумайте. В общем-то. Ну, 0.6 параметр, наверное, самый будет оптимальный, потому что 0.4 как-то сильно медленно. И получается, вот эти вот параметры, для чего они нужны? Я, допустим, беру какой-то предыдущую прокрутку, сравниваю ее с вот этим old'ом 2, то есть куда мы докрутили в текущий именно момент. Если мы докрутили очень быстро, то есть вот так, да, то, соответственно, мне необходимо пройти все уровни анимации очень быстро, а не медленно. То есть если бы вот эта hold to, она была константой и не изменялась вообще, то, ну, допустим, представим, что это так, то, соответственно, прокрутив страницу очень быстро, допустим, сначала вниз, вот видите, сначала сверху вниз я прокрутил, и у меня все этапы анимации повторяются очень медленно. А мне так не нужно. Соответственно, если мне необходимо страницу прокрутить либо сверху вниз быстро, либо снизу вверх, то анимация должна идти быстро тоже. Вот так, раз, раз. Потому что, ну, всякое бывает, да, допустим, пользователь захочет сделать так. И, соответственно, он не должен видеть все этапы анимации очень медленно. Поэтому вот некий такой коэффициент берется и изменяется с течением того, насколько мы много прокрутим. Если мы, допустим, прокрутили чуть-чуть, соответственно, и анимация происходит медленно. Если мы прокрутили, ну, чуть больше, допустим, да, чем чуть-чуть, то есть среднее положение, то анимация идет тоже чуть быстрее. Если мы прокрутили прям сильно, то анимация идет еще быстрее. То есть, получается, здесь есть 3 ступени такие. То есть, если это 6 сотых, то это 1/10 получается, а это 1 целая. Вот, и здесь получается у меня, если scroll % больше 75, то есть это получается 4 экрана где-то, да? Ну, вроде бы да. То у меня все равно 1 будет он, коэффициент, потому что, наверное, так нужно было по коду, чтобы не было всяких там глюков. На самом деле, вот с этим я долбился очень много, и если взять, допустим, вот мой боевой код, то здесь у меня есть, где эта функция, как она там называется, вот, здесь у меня есть много всяких моих проб и ошибок. Ну, это, естественно, только консоль логи одни, да, но на самом деле тут было много-много кода, который позволил мне в итоге прийти к окончательному такому вот хорошему результату более-менее. Итак, подведем урока нашего вывод, немножко по-йодовски сказал. В общем, мы с вами научились подгружать и применять карту окружения, так сказать, environment map эту. Также мы с вами научились применять Volumetric Spotlight к определенному объекту, ну, как бы делать такой псевдосвет, псевдозаполняющий свет. Мы с вами также исправили нашу прокрутку, то есть она стала теперь намного приятнее. Ну, для меня лично, не знаю, как на ваш счет, может быть, вы сможете написать об этом в комментариях. То есть она стала приятнее намного. Ну и, в общем, наша сцена стала уже, ну, как сказать, более приближена к проду, так сказать.
Ну а на этом все. С вами я прощаюсь до следующего видео. В следующем видео я постараюсь реализовать вот такую вот бесконечную прокрутку. У нее есть свои особенности, то есть это можно так сказать, что это типа overflow hidden, если мы говорим о стилях. То есть если мы говорим о CSS, то там есть такое понятие, как overflow hidden. Ну, я думаю, вы все знаете, что это такое. На вот этом вот примере я сейчас покажу для тех, кто не знает, возможно. То есть у нас есть определенный контейнер, да, и мы его сейчас, допустим, вот видим полностью. Если я сделаю overflow hidden, то, ну, во-первых, это уберет прокрутку, но это нам как бы в 3GS ее и так нет. А во-вторых, если я, допустим, сделаю with, ну, допустим, там 20 rm, то, как видите, слово контакт тут должно быть, а оно обрезалось. То есть это свойство позволяет обрезать некие, ну, наши с вами контейнеры. Но как бы, если мы говорим о мире 3GS, конечно же, здесь нет никаких дивов и так далее. Здесь есть определенные объекты. И вот у меня задача была такая вот сделать что-то типа бегущей строки, как вы видите, я это даже реализовал. И даже реализовал это без особой нагрузки на видеокарту и процессор. Ну, в основном, конечно, здесь процессор играет роль. Ну, в следующем видео, в общем, мы поговорим о том, как это можно сделать. В общем-то, на этом все. Я думаю, вы знаете, что делать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте палец вверх. Не забудьте нажать на колокольчик. Ну, до скорых встреч.